Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте продолжим нашу беседу про наше прекрасное место, которое называется Завидово. Но давайте зайдем немножечко с другого боку, или Баку, как вам удобно. Давайте начнем с города, который называется Норильск. Норильск один из самых северных городов. Очень много людей ездят с Норильска в Завидово. Им дали там квартиры, и они, значит, там потихонечку обустраивают эти квартиры. А сами работают в северном городе. В Норильске, конечно, погода не айс. Погода, скажем так, оставляет желать лучшего. Сам по себе город Норильск не очень большой, если так взять в космических масштабах, это песчинка в громадной пустыне. А пустыня — это наша большая и прекрасная Россия. Рядом с Норильском у нас находятся такие мини-города, которые называются, один из них называется Талнах. Талнах — это горнодобывающий, скажем так, город. Здесь очень много шахт, и здесь нету Макдональдса. Это очень печально, конечно. Хочется Макдональдса, но ладно, это отступление. Также рядом с городом Норильском находится город еще меньше, который называется Каиркан. Это тоже такой, скажем так, горнодобывающий городок, поселение. Здесь у нас, значит, в этом городке-поселении тоже есть шахты, и люди с этого города работают на шахтах. И есть у нас еще очень-очень маленький городок, который называется Аганер. Сейчас я, если его найду на карте, это будет хорошо. Так, он где-то вот здесь вот находится, да. Вот он, этот маленький городок Аганер. Вообще этот город построили, чтобы обслуживать вот эту вот больницу. Когда-то, может быть, лет 20 назад к нам приезжали иностранцы, я, честно говоря, не помню, вроде бы югославы. И они, строили нам больницу. И вот этот городок специально построили для того, чтобы обслуживать эту больницу. Этот город очень маленький, он самый маленький в Норильском промышленном районе. Ну ладно, немножечко пробежались по Норильскому промышленному району. Ну и давайте вернемся все-таки к нашему любимому Завидово. Что по поводу Завидово? Значит, люди отсюда, с Норильска, едут по этой дороге. Видите, она желтым цветом обозначена. Люди едут разными транспортными этими самыми средствами. Это могут быть автобусы, могут быть газельки или автомобили. Проезжает город Каиркан. Каиркан пошел сюда. Сюда мы поехали и приехали в аэропорт Норильск. Аэропорт Норильск. В аэропорту Норильск мы все прошли, все регистрации и так далее, сели в самолет и полетели в столицу нашей родины, которая называется Москва-Сити. Давайте немножечко карту мы, значит, уменьшим и посмотрим, где у нас находится Москва-Сити. Так, давайте смотреть. Мы находимся вот здесь вот. Москва у нас находится вот здесь вот. И значит, люди, которые летят в Москву, летят отсюда, с Норильского промышленного района, вот сюда. Полет в среднем где-то занимает где-то 3:50-4:10 часа. И, значит, потом люди прилетают в Москву и высаживаются и очень радуются, что в Москве нету снега, потому что, скажем так, май-июнь у нас еще лежит снег. Снег тает, окончательно тает где-то в конце июня. Но вы знаете, бывают и такие аномальные моменты, что
допустим, снег растаял в Норильске, да, все хорошо, все прекрасно, но где-то в июле месяце может пойти снег просто так. Да, это, конечно, страшно, но ничего, мы к этому ко всему привыкли. Так, значит, мы прилетели в Москву. Москва наша столица, как я уже говорил. Москва красивый город. Мы прилетаем в Домодедово. Так, давайте посмотрим, где у нас Домодедово. Так, вот я смотрю, вот у нас Домодедово. Вот Внуково, если я не ошибаюсь. И вот два аэропорта у нас какие-то, я, честно говоря, не знаю. Это значит аэропорт Жуковский. Так, и вот здесь вот еще у нас аэропорт находится. Это Шереметьево. Да, замечательно. Так, но мы прилетаем в Домодедово. Вот наша Домодедово. Значит, мы прилетели в Домодедово, собрали все наши вещи, выходим и можем сесть на Аэроэкспресс. Аэроэкспресс идет у нас прямиком до Павелецкой. Вот, до Павелецкой. С Павелецкой по кольцу мы можем доехать до Комсомольской. Ну, я имею в виду на метро, до Комсомольской. Вот, на Комсомольской мы выходим и идем на Ленинградский вокзал. Это в том плане, если вы решили ехать чисто так вот на поезде, скажем так, на поезде на «Ласточке». Вот. Это я вам рассказываю, как на «Ласточке» добраться. Вот. И, значит, вы попадаете на Ленинградский вокзал и берете, значит, там билеты на электричку. Вот, или на «Ласточку», на электричку в направлении Твери. Вот. Тверь у нас находится вот в этом направлении, она у нас находится севернее. Вот Тверь у нас находится вот здесь, вот видите. А нам надо сюда, Новозавидовский. То есть мы, значит, с Ленинградского вокзала едем на станцию Новозавидовскую. Вот. Доезжаем до станции Новозавидовской, выходим здесь, и здесь есть два варианта добраться до Макшино. Можно, значит, здесь всегда у нас около станции находится такси. Можно взять такси. Средний ценник на такси от станции Новозавидовской до Макшино у нас примерно 150-200 рублей. То есть садитесь в такси, платите 150-200 рублей и добираетесь за 10 минут до вашего дома. Это такой вариант, скажем так, с такси. Или вы можете пойти на остановку. Вот. Но остановка у нас находится вот здесь. Вот видите, вот остановочка у нас. Здесь у нас Магнит, а здесь вот остановочка. Но автобусы ходят нерегулярно, у них есть определенное расписание, и эти автобусы ходят, скажем так, довольно-таки редко. Проще заплатить, скажем, 200 рублей и доехать до такси. Другой вариант, как добраться до Макшино. Давайте посмотрим. Вот, другой вариант, можно, значит, с самого Домодедова, вот у нас Домодедово, вот оно находится у нас, взять такси. Мы обычно берем Яндекс.Такси и на такси доехать до Ленинградского вокзала. Такси стоит до Ленинградского вокзала где-то 1100-1200. Но я могу ошибаться. Ну как ошибаться? В том плане, может быть, ценник уже поднялся. Вот. И вы доезжаете на такси до Ленинградского вокзала. Вот, доехали до Ленинградского вокзала. И там уже сели на «Ласточку». И все то же самое, как было в предыдущем диалоге. Вот. Это второй вариант. Есть еще третий вариант. Этот вариант мы испытали в этом году. Вариант, конечно, такой бородатый. И, конечно, ценник у него тоже бородатый. Но зато сел в Домодедово, встал в Макшино. Можно вызвать Яндекс.Такси прям до Макшино. То есть в каком плане? Вызываете такси. То есть выстраиваете маршрут. Аэропорт Домодедово.
Макшино, вот сюда вот, да, вот представьте, вот такое вот расстояние, вот отсюда, вот до сюда, это я карту увеличил, ну вот, ехать, скажем так, с Домодедово до Макшино где-то 3,5-4 часа, но вы сели в Домодедово и доехали до Макшино, ну, скажем так, ну да, за 3,5-4 часа. Вот. Это стоит все где-то плюс-минус 3,5-4 тысячи. Но вы скажете, это дорого. Но вы знаете, мы вот в этом году ездили так, потому что с этой пандемией, вот, с этим коронавирусом, конечно, не хотелось шляться по вокзалам и так далее, по метрошкам этим ездить. Но, как говорится, береженного Бог бережет. Так что вот так вот. Вот, этот вариант тоже рабочий. Если вы, конечно, переживаете по поводу этой пандемии, то можно вот так вот. Сели в Домодедово, встали в Макшино. 3,5-4 тысячи и также ехать 3,5-4 часа. Вот. Так что вот так вот. Вот такой вот небольшой экскурс, как добраться, скажем так, с Москвы до Завидово, до Макшино. Вот наше Макшино. Вот сейчас мы давайте приблизим, посмотрим. Вот Макшино наше. Вот. И вот наш любимый Макдональдс. Вот, так что вот так вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. А мы увидимся с вами в следующих сериях.